Приветствую, друзья! Azure Dragon – это флагманская модель от компании TRN, построенная на 14,6 мм плоском излучателе второго поколения с полуоткрытой задней стенкой, тремя парами реально влияющих на АЧХ сменных фильтров и тремя же наборами амбушюр в комплекте. Выглядят они, друзья, просто сногсшибательно, да и по звуку, пожалуй, одни из самых ровных и честных планарных наушников, что я только слушал. О них сегодня подробно и поговорим. Поехали! Пришла модель в большой и стильно оформленной коробке с чешуйкой в качестве логотипа. В комплекте была инструкция, плотный серый бокс из кожзаменителя, две пары сменных фильтров, пенки и два набора силиконовых амбушюр, в том числе, конечно, и их фирменные. А вот кабель меня откровенно расстроил. Это самая базовая модель под названием Red Chain. Хорошо, хоть к нему дают все три типа сменных штекеров. И сопротивление в среднем равное 0,2 Ома тоже годится. Пользоваться такими, конечно, можно, но лишь от безысходности. Чашечки полностью сделаны из металла, они чуть крупнее обычного, с отверстием для компенсации, съемным звуководом, который и играет здесь роль фильтра. Внимание, QDC коннекторами и прямо козырно оформленной внешней частью. Насколько я понял по конструкции, это полуоткрытые наушники со всеми вытекающими из этого следствиями. Сидят они удобно, а выглядят где-то на пару тысяч долларов. Вот так, друзья, это все и смотрится. На измерениях эталонный, как по учебнику, импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,9%, что просто прекрасно. Фаза ведет себя естественно, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть самостоятельно. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9,5 дБ, чуть более выраженное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины, акцент на псевдодетализации и еще несколько пиков, дабы дать нам лучшую картинку на самом краю диапазона. Верха, кстати, можно даже немного усилить посредством черных фильтров или наоборот ослабить красными. Амбушюры тоже способны повлиять, но только на акцент на 8 кГц. Это немного похоже на Симгот EM10 и немного на Yanin Canon 2, но в целом решение довольно самобытное, что лично я очень приветствую. На слух Azure Dragon абсолютно ровные, близкие к нейтральности, с превосходной разборчивостью, очень четкими образами, высокой детализацией, тем самым ощущением чистоты и прозрачности и каким-то невероятным чувством комфорта. Это одни из тех наушников, которые не нужно прогревать или как-то привыкать к их звучанию, просто достал из коробки и сиди, наслаждайся. Сразу определимся с фильтрами. Черные дают интересный такой флер на верхах, что просто завораживает на всяких перкуссионных моментах, но оттеняет вокал и другие инструменты средних частот. Иногда я их использовал, но больше в качестве исключения. Красные фильтры делают звук еще уютнее, чуть акцентируя нижнюю часть диапазона. Если хочется темноты, но без заглушенности или иных акустических артефактов, это как раз то, что нужно.
Штатный кабель лучше сразу заменить. С родным звучанием мне показалось тембрально бедным, довольно плоским и каким-то легковесным. Замена на аналогичный от компании КБР насытила звук объемом. В нем проявилась акустическая масса, легкая аналоговая теплота и, конечно, улучшилась мелодическая составляющая. Звук стал менее сухим и пресным, проступила эмоциональная часть и слегка оформилась сцена. Собственно, все это было предсказуемо. С другой стороны, как-то сильно от типичного планарного почерка мы все равно с вами не ушли. Бас заходит не очень глубоко, он скорее текстурный и хлесткий, чем глубокий и упругий. Серединка подробная, техничная, но лишь с элементами объема, насыщенности и вовлеченности в материал. Это не динамик и даже не арматура, так что развлекать себя вам придется, друзья, самостоятельно. Зато тут полно воздуха, есть ощущение присутствия, интимно так приближен вокал, все ровно, текстурно и очень подробно. Признаться, это мои фавориты среди планарных наушников на сегодняшний день. К Симфонию PB10 нужно привыкнуть. Поначалу они кажутся слишком уж яркими. Летшуи S12 2024 Edition тоже выделяют верхнюю часть, заметно так оттеняя нижнюю. Плюс они еще и немного заглушены на самых верхах. Ну а Дуну от компании Teen Hi-Fi бюджетны буквально по своей природе. Так что, если нужно что-то мониторное с уклоном в прозрачность, это только Azure Dragon и только на базовых фильтрах. Родными насадками я, кстати, друзья, тоже не пользовался. Предпочитаю им небезызвестные КБ-07. Источник лучше выбирать помощнее, поскольку это чисто планарное решение и желательно взрослый. Впрочем, те же SMSL D10 и 7 Гц Artemis 39 тоже подойдут, но, друзья, конечно же, на балансе. По стилистике они прекрасно справятся с электроникой, естественно, не клубной, рок-музыкой, многим из академического, всяким вокальным, тяжелым и сверхагрессивным. Единственное, о чем здесь хотелось бы вас предупредить, это та самая планарная плоскость звучания. Эшелонирование в них не особо чувствуется, как и вообще пространство сцены в глубину. В остальном это просто шикарные наушники под абсолютно любые нужды. От игры лекций до музыки и всяких эпичных саундтреков. Есть в них и масштаб, и буйство эмоций, и музыкальная вовлеченность, только все это не на переднем плане. В целом они скорее спокойные, подробные и очень техничные. Итогом наушники Azure Dragon от компании TRN просто шикарно выглядят, удобно сидят, почти без искажений, с самобытной, близкой к современным стандартам настройкой АЧХ и, что еще важнее, с возможностью подстроить их звучание под собственные нужды. Одни только фильтры чего стоят, а можно еще поиграть с насадками, добавить пористого материала в звуковод или заменить дешевый стоковый кабель, что я, кстати, сделать очень рекомендую. Подача в модели с уклоном в нейтральность, техническую часть, скоростные показатели, прозрачность и, так сказать, текстурное изобилие. Да, у них есть масса, объем и даже тембральная глубина, но все это на фоне планарной сдержанности, согласованности и открытости звучания. Ровные, техничные, довольно подробные и невероятно комфортные. За это лично я их и люблю. По мне, это лучшие мониторные наушники, вышедшие за последние полгода-год. А на этом, друзья, у меня все. Это была модель TRN Azure Dragon. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем добра!